Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. Сегодня в этом видео мы вяжем идеальный овал. Это вид с изнаночной стороны. Думаю, вы уже обратили внимание, что в самом центре нашего овала нет ни единого отверстия. Специально вот показываю на просвет. Единственное, можно какие-то микро отверстия заметить на скруглениях. В этом видео я вам покажу, как делаю этот необычный наборный ряд при вязании овала. Такой способ я еще нигде не видела. Возможно, он уже кому-то известен, но я его вязала впервые и решила сразу снять видео для вас. И покажу принцип распределения прибавок, чтобы овал был идеально ровный. Итак, давайте начнем вязать идеальный овал. Так, начинаем вязать наш овал. Для начала мы отматываем кончик свободный примерно 70 сантиметров. Этот кончик должен примерно равняться 3 длинам нашей серединки овала. То есть вот у меня овал для образца, вот центр и вот центр. То есть примерно 3 длины, вот этой 3 длины нам понадобится, плюс небольшой запасик. Итак, я отмотала примерно 70 сантиметров. Возьму немножко с запасом. Кончик у нас отходит, вот он, сверху. Снизу идет рабочая нить. Крючком обматываем рабочую нить, то есть как бы делаем петлю вот таким образом. И кончиком, вот он у меня на указательном пальце, я провязываю первый столбик, первую петлю. Готово. Сейчас кончик у нас получается за работой, вот он, а рабочая нить перед работой, вот она. Сейчас мы кончик накидываем на крючок вот таким образом, сзади наперед, и рабочей нитью провязываем эти 2 петли. Кончиком накидываем сзади наперед, 2 петли рабочей нитью провязываем. Кончиком накидываем на крючок, петлю делаем и 2 петли провязываем рабочей нитью. Итого у нас уже провязано 1, 2, 3, 4 столбика. То есть вот эту самую первую петельку, которая у нас образовалась при перекручивании, мы тоже ее считаем. 1, 2, 3, 4. В моем случае нужно провязать 19 столбиков, вот таких вот интересных столбиков. Вы вяжете то количество столбиков, которое вам необходимо для вязания. Итак, продолжаю. Накид кончиком, провязали 2 петли, накид кончиком, 2 петли провязано. И так до конца вывязываем 19 петель, 19 вот таких вот интересных столбиков. Я не знаю, как эта техника называется, поэтому столбики это и либо петли, не могу сказать. Накид, рабочей петлей провязали. Вот у нас кончик, вот у нас кончик, накид, 2 петли провязали, накид, 2 петли провязали. Наборный ряд набирается достаточно быстро. Расположение нити здесь не имеет никакого значения. Все это спрячется при вязании первого ряда. Поэтому переворачивать, разворачивать нить не нужно. Все, 19 столбиков мне необходимо. Итак, начинаем вязать. Крючок в следующую косичку, вот это первая косичка, во вторую. Таким образом вставляем крючок в центр косички и за заднюю перемычку, вот как бы изнаночная вот такая дорожка у нас здесь идет, видите, такой вот необычный шнурок у нас получился. Итак, в центр косички и за вот эту вот перемычку. Это вид сзади. И провязываем столбик без накида. Сейчас мы следим за расположением нашей нити, за положением, чтобы она не была перекручена нить. И провязываем столбик без накида.
Все, первый столбик у нас готов. Следующий, с центра следующей косички за вот эту вот перемычку изнаночную. Вот так. И провязываем столбик без накида. Следующее в центр косички, вот в эту заднюю такую перемычку, провязали. Вяжется достаточно быстро, я просто медленно показываю вам на камеру. В самом деле вяжется быстро. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Довязываем до конца ряд. У нас осталось 2 столбика, 1 и 2, предпоследний. Доходим до поворота на вторую половину нашего овала. Вот это вот крайняя самая петелька, это самая первая наша перекрученная петля от наборного края вот этого. Мы вставляем в центр этой петельки крючок. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. И сюда мы провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2. Следим за расположением нити. Если она перекручена, лучше мы ее перевяжем. И сюда же точно 3, точно такой же столбик. Мы сейчас сделали поворот на вязание второй половинки овала. Вот так выглядит. Сейчас находим дорожку из столбиков без накида. Вот она, первый столбик, второй, третий и так далее. И в основании этого столбика мы вставляем крючок и провязываем сюда точно такой же столбик без накида. В это же самое место. Следующий. Следующий. Вид с изнаночной стороны. Вот отсюда выходит крючок. И таким образом довязываем до конца ряда. До конца ряда. Итак, довязываю до конца первый ряд. Остался один столбик. Готово. Дошла до скругления второго. Это скругление уже состоит из 2 столбиков. Вот он, 1 и 2. Первый от начала ряда у нас образовался, мы его не вязали, а второй мы его провязывали в самом начале. И сюда же нам нужно провязать еще один столбик. На скруглениях, на вот этих поворотных частях у нас будет по 3 столбика без накида. Все. Сейчас нам нужно сделать красивое завершение ряда. Для этого мы вытягиваем рабочую нить, находим первую косичку от первого столбика. Вот он. Так, вставляем крючок с изнаночной стороны. Вводим рабочую петлю на изнаночную сторону. Под вот этой перемычкой у нас располагается первый столбик. Вот он. Вставляем в него крючок в самый центр. Стараемся мы его расколоть. Если не можете провязать вот этим крючком, возьмите крючок поменьше, меньшего номера. Вытягиваем рабочую петлю, вставляем крючок в изнаночную петлю, провязываем первый столбик второго ряда.
Сюда же мы сейчас провяжем еще один столбик, и каждый столбик нашего поворота полукруга мы будем провязывать по 2 столбика. Второй. Следующий столбик, вот он, мы провязываем тоже 2 столбика без накида. 1 и 2. Не забываем следить за положением нашей нити, чтобы нить ложилась аккуратно. И по прямой линии, вот они, до следующего скругления вот здесь вот, мы провязываем по 1 столбику в каждый. В раскол вяжем. 2. Все, довязала первую половину овала до конца. Мы дошли сейчас до поворота, до нашего утроенного столбика. Вот они, первый, второй и третий. Сейчас каждый из них мы удвоим. Делаем удвоение по принципу идеального круга. В идеальном круге столбиками без накида мы делаем 6 прибавлений. В овале по одной стороне 3 и по другой стороне тоже 3 прибавления. Итак, 1 и сюда же второй столбик. Следующий столбик находим, вот он, удваиваем его. 1, 2 и третий столбик мы также удваиваем. 1 и сюда же второй. Все, сделали поворот, и сейчас снова вяжем по прямой линии, также столбиками в раскол, в каждый по 1. Так. Дошли до конца второго ряда, и вот у нас остался последний, третий неудвоенный столбик. Также вставляем крючок и провязываем в него 2 столбика без накида, 1 и 2. И точно так же делаем незаметное соединение ряда. Вот оно, провязали, вытягиваем рабочую петлю в первую косичку, под нее вставляем крючок, вытягиваем рабочую петлю наизнанку. Под вот этой перемычкой находим первый столбик предыдущего ряда, раскалываем его, не расколола. Так, готово. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем 2 петли на крючке. Все. Переход на третий ряд мы только что сделали. И снова вяжем по правилу идеального круга. Сейчас мы будем удваивать вот эти вот 6 столбиков, которые у нас образовались во втором ряду. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Через 1. Первый столбик мы провязали 1 столбик. Следующий столбик мы провязываем 2 столбика без накида, удвоение. Всего удвоений у нас 3 на каждом повороте овала, на каждом полукруге. Провязаны 2 столбика, следующий мы провязываем 1 столбик и следующий мы тоже удваиваем. 1 и сюда же второй. Сейчас вяжем столбики по такому же принципу, как и предыдущие 2 ряда, в раскол до следующего скругления, до вот этого удвоенного столбика.
Вот он удвоенный, 1, 2. До него в каждой мы вяжем по одному столбику без накида. По прямой линии столбики я провязала. Сейчас мы делаем снова закругление овала. Первый столбик мы провязываем 1 столбик без накида. Следующий мы провязываем 2 столбика. Делаем удвоение. 1 и 2. Первую прибавку мы сделали. Следующий столбик мы делаем, провязываем 1 столбик, следующим провязываем 2 столбика, 1 и сюда же второй. Вторая прибавка. Следующий столбик, вот он у нас удвоение, вот оно. В первый столбик мы провязываем 1 столбик без накида. И во второй столбик провязываем 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй. Это вторая прибавка, вернее третья. Это третье прибавление. Сейчас по прямой линии мы провязываем 16 столбиков. Вот они. То есть итого у нас под центральной линией получилось 18 столбиков всего. Несмотря на то, что мы набирали 19 столбиков в самом начале. Все по одному. Довязала по прямой линии столбики без накида, дошли до второго поворота. Осталось довязать вот эти удвоенные столбики. Первый столбик мы провязываем 1 столбик без накида. Так, он у меня развернулся. 1 и во второй столбик, вот он во второй, мы провязываем 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй. Итого у нас по одной стороне овала 3 прибавления и 9 столбиков, и по другой стороне 3 прибавления и 9 столбиков вот на скруглении получается. Точно так же делаем красивое завершение ряда незаметное. Все точно так же. И таким образом вы можете вязать необходимое количество вам рядов для овала. Например, мы можем связать еще 1 четвертый ряд. Для этого мы удваиваем каждый одинарный столбик скругления, а удвоенные столбики мы провязываем по одному. То есть сейчас мы провязали 1 столбик, сюда же мы провязываем второй столбик и делаем удвоение первое. Далее у нас идет двойной столбик. В каждой из удвоения предыдущего ряда мы провязываем по одному, чтобы у нас получился именно овал, а не многоугольник. По одной. Следующий, вот он, одиночный столбик. Я провязываю сюда 2 столбика. 1 и сюда же второй. Готово. И вот он, следующий удвоенный столбик. В каждой мы провязываем по одному столбику без накида. 1 и второй. Сейчас по прямой линии до начала следующего скругления мы вяжем одиночные столбики по одному в каждой. Дошла до поворота, и вот оно начало нашего закругления. Вот оно, начинается он с одиночного столбика. Этот одиночный столбик мы удваиваем. 1 и 2. Следующий удвоенный столбик предыдущего ряда, в каждом мы провязываем по одному. Думаю, тут понятно. Кто вязал идеальный круг столбиками без накида, тем уже знаком принцип прибавления. Как связать идеальный круг, у меня есть отдельное видео, я оставлю ссылку в правом верхнем углу и в описании к этому видео, посмотрите, кому интересно. Итак, одиночный столбик удваиваем.
Удвоение предыдущего ряда. В каждый столбик мы провязываем по одному. Всего, напомню, на каждое скругление овала у нас 3 прибавления. Следующий одиночный столбик удваиваем. Один и сюда же второй. И вот он, последний удвоенный столбик. Вот он, наше скругление заканчивается, овал, первая половина. В каждой из удвоений мы провязываем по одному. Дошла до скругления. Вот он, первый у меня одиночный столбик. Я его удваиваю. Так, один и сюда же второй. И вот оно, последнее удвоение. Мы в каждый из удвоенного столбика провязываем по одному столбику. Один и в следующий тоже один столбик. Так, тоже нужно затянуть, провязать поплотнее. И делаем незаметное завершение ряда. При необходимости вы вяжете еще нужное количество вам рядов по такому же принципу. Самый важный момент в нашем вязании, в скруглениях в овале, удвоение не нужно делать над удвоениями. То есть, если вы обратили внимание, то есть мы делаем удвоенные столбики над одиночными. Вот они, в последних двух рядах мы удвоение делаем над одинарными столбиками. Я отпарила овал, который связала. Он у меня состоит из 4 рядов. Вот такой вид сзади. Его нужно отпарить и хорошенько просушить. Потом только использовать для вязания уже в какое-то изделие. Например, с таким овалом можно связать сумку. И специально показываю на просвет. Ни одного отверстия по центру овала нет. Если это видео было для вас полезным, не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы до сих пор не подписались на мой канал, не забывайте подписываться и не забывайте нажимать на колокольчик. Он вам даст возможность получать уведомления от моего канала о выходе новых видео. Всем пока-пока, до встречи в новых видео.